почти идеальная геометрия. Представьте, что вы держите в руках огромный космический уровень, прибор, который измеряет, ровная ли поверхность. Теперь вообразите, что этим уровнем мы измеряем не стол и не стену, а саму Вселенную. Результат может показаться невероятным. В гигантских масштабах она почти идеально плоская. Космическая обсерватория Планк изучала реликтовое излучение, слабое микроволновое свечение, оставшееся после Большого взрыва. Это излучение появилось примерно через 380 тысяч лет после рождения Вселенной, когда она достаточно остыла, чтобы свет смог свободно распространяться. По сути, это самый древний снимок космоса. На карте реликтового излучения видны крошечные колебания температуры, различия всего в миллионные доли градуса. Но именно в этих крошечных отклонениях скрыта информация о форме пространства. Если бы плотность материи в ранней Вселенной была немного больше, гравитация со временем привела бы к обратному схлопыванию. Космос превратился бы в закрытую сферу. Если бы плотность была чуть меньше, пространство расширялось бы слишком быстро, и галактики не успели бы сформироваться. Измерения показали, отклонение от плоской геометрии настолько мало, что практически равно нулю. Это означает, что плотность энергии Вселенной в первые мгновения после Большого взрыва была настроена с поразительной точностью. И вот вопрос для вас. Какова вероятность того, что столь гигантская система сработает именно так, чтобы позволить появиться структурам, звездам и в конечном итоге жизни? Мы живем в космосе, который балансирует на грани. Не слишком плотный, не слишком разреженный, а почти идеально ровный. И именно эта тонкая геометрическая точность стала фундаментом всего, что существует сегодня. Рождение звезд — баланс на грани. Посмотрите на ночное небо. Каждая точка света — это термоядерный реактор, работающий миллиарды лет без остановки. Но задумывались ли вы, насколько хрупким является механизм, который позволяет звездам существовать? В туманностях, гигантских облаках газа и пыли начинается процесс звездного рождения. Именно такие области запечатлел Hubble Space Telescope. С виду это величественные космические облака, но внутри них разворачивается тончайший физический процесс. Все начинается с гравитации. Частицы водорода притягиваются друг к другу. Облако медленно сжимается. Чем сильнее оно сжимается, тем выше становится температура в центре. Это похоже на то, как воздух нагревается в велосипедном насосе, когда вы быстро его сжимаете. Только здесь масштабы космические. Когда температура достигает примерно 10 миллионов градусов, запускается термоядерный синтез. Ядра водорода начинают объединяться, образуя гелий и высвобождая колоссальное количество энергии. Звезда загорается. Но самое удивительное — это баланс. Гравитация пытается сжать звезду внутрь, словно невидимая рука, постоянно давящая на нее. А энергия, возникающая в результате ядерных реакций, создает давление, направленное наружу. Если эти две силы идеально уравновешены, звезда живет спокойно и стабильно. Если гравитация побеждает, звезда сжимается и может взорваться. Если термоядерная энергия слишком сильна, звезда расширяется и становится нестабильной. Наше Солнце — пример почти идеального равновесия. Уже 4,6 миллиарда лет оно поддерживает эту тонкую динамическую гармонию. И благодаря этому на Земле существует жидкая вода, атмосфера и жизнь. А теперь задумайтесь. Если бы сильное ядерное взаимодействие, одна из фундаментальных сил природы, было хотя бы немного слабее, углерод не образовывался бы в недрах звезд. А без углерода невозможны сложные молекулы, включая ДНК.
Получается, каждая звезда — это не просто светящийся шар газа. Это результат тончайшего баланса фундаментальных сил. И вся наша жизнь — прямое следствие этой космической стабильности. И чем глубже мы смотрим в эту бездну, тем яснее понимаем, ее структура не случайна. Она описывается уравнениями, точными, проверяемыми и универсальными. Космическая паутина — архитектура всего сущего. Если отойти от Земли, затем от Солнечной системы, затем от нашей галактики и мысленно подняться еще выше, откроется поразительная картина. Галактики во Вселенной распределены не хаотично. Они образуют гигантскую сеть, структуру, напоминающую нейронные связи мозга, или тончайшую паутину, растянутую на сотни миллионов световых лет. Эта структура получила название «космическая паутина». Ее существование подтверждено крупными астрономическими обзорами, такими как проект Sloan Digital Sky Survey. Наблюдения показали, галактики собираются в нити, филаменты, которые соединяются в узлах, где формируются гигантские скопления. Между ними находятся огромные пустоты, войды, почти лишенные материи. Но самое удивительное — эта структура выросла из едва заметных колебаний плотности в ранней Вселенной. Те самые крошечные температурные неоднородности, зафиксированные миссией Планк, со временем усиливались под действием гравитации. Более плотные области притягивали все больше материи, становились еще плотнее. И так, шаг за шагом, формировалась архитектура космоса. Компьютерные симуляции, основанные на законах гравитации и данных о темной материи, воспроизводят эту картину с потрясающей точностью. Ученые задают начальные параметры, соответствующие измерениям реликтового излучения, запускают расчеты и получают ту же самую паутинную структуру, которую видят телескопы. Это значит, что эволюция Вселенной подчиняется строгим законам. От микроскопических флуктуаций до гигантских сверхскоплений все развивается по единой физической логике. И здесь особенно важна роль темной материи, невидимого вещества, которое мы не можем наблюдать напрямую, но чье гравитационное влияние формирует каркас космической паутины. Без нее галактики просто не успели бы собраться в такие структуры за 13,8 миллиарда лет. Представьте масштаб. Одна такая нить может быть длиннее сотен миллионов световых лет. Свету понадобится сотни миллионов лет, чтобы пройти ее от начала до конца. И таких нитей бесчисленное множество. Задайте себе вопрос. Разве можно назвать хаосом систему, где гигантские структуры формируются по тем же законам, что и движение яблока, падающего с дерева? Чем дальше мы смотрим, тем яснее становится. Вселенная не просто большая. Она организована. Она структурирована. Она математически стройна даже в самых огромных масштабах. И мы — часть этой гигантской космической сети. Новое поколение взглядов, как Джеймс Уэбб, заглядывает в прошлое Вселенной. Представьте, что у вас есть машина времени, но вместо двигателя — зеркало из золота диаметром 6,5 метра. Именно так можно описать космический телескоп Джеймс Уэбб Space Telescope. В отличие от своих предшественников, он работает в инфракрасном диапазоне. Почему это важно? Потому что свет от самых далеких галактик растягивается по мере расширения Вселенной. Это явление называется красным смещением. Свет, который когда-то был видимым, за миллиарды лет пути сместился в инфракрасную область. Чтобы увидеть раннюю Вселенную, нужно видеть тепло, а не привычный нам свет. Именно это и делает Джеймс Уэбб. Когда телескоп передал первые глубокие изображения, ученые увидели галактики, существовавшие всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Это значит, что мы смотрим в прошлое почти на 13 миллиардов лет назад.
Каждая точка на снимке не просто свет, а древняя история. Особенно удивительно то, что многие ранние галактики оказались более структурированными, чем ожидалось. Они уже имели диски, звездные скопления и сложную морфологию. Это заставляет пересматривать некоторые модели формирования галактик. Вселенная, возможно, развивалась быстрее и эффективнее, чем предполагали теории. Джеймс Уэбб также заглянул в туманности, подобные туманности Киля. В инфракрасном диапазоне скрытые ранее области звездообразования становятся видимыми. Мы видим, как рождаются звезды, не как яркие точки, а как сложные динамические процессы в облаках газа и пыли. Но самое впечатляющее — точность совпадения наблюдений с фундаментальными законами физики. Спектры далеких галактик показывают те же химические элементы, что и в нашей галактике: водород, гелий, углерод, кислород. Те же законы ядерного синтеза действовали уже тогда. Задайте себе вопрос: насколько поразительно то, что физика, описывающая атом водорода здесь и сейчас, работает также на расстоянии миллиардов световых лет и миллиардов лет назад. Джеймс Уэбб не просто делает красивые снимки, он проверяет фундаментальные модели космологии. Он уточняет скорость расширения Вселенной. Он исследует атмосферы экзопланет, анализируя их химический состав по спектру света. Каждый новый кадр — это не просто эстетика. Это подтверждение того, что Вселенная остается последовательной и предсказуемой во времени и пространстве. И, возможно, самое захватывающее — это то, что мы только в начале пути. Джеймс Уэбб уже открыл больше, чем ожидали. Но впереди годы наблюдений. И каждый новый взгляд в глубины космоса напоминает нам: Вселенная не просто огромна, она логична. Она эволюционирует по законам, которые мы постепенно учимся понимать. Что все это значит для нас? Остановитесь на секунду и осознайте масштаб. Мы живем во Вселенной возрастом около 13,8 миллиарда лет. Во Вселенной, где пространство почти идеально плоское, где фундаментальные константы заданы с ювелирной точностью, где звезды стабильно горят миллиарды лет благодаря тончайшему балансу сил, где галактики выстраиваются в гигантскую космическую сеть, где даже черные дыры подчиняются строгой геометрии пространства-времени. Это не набор случайных картинок. Это единая система. Каждый уровень реальности, от квантовых частиц до сверхскоплений галактик, связан общими законами. Математика работает повсюду. Уравнения, написанные на доске на Земле, описывают движение звезд в миллионах световых лет отсюда. Константы, измеренные в лаборатории, управляют эволюцией ранней Вселенной. И самое удивительное, все это непрерывно подтверждается наблюдениями. Когда Event Horizon Telescope получил изображение черной дыры, оно совпало с расчетами теории относительности. Когда Планк измерил реликтовое излучение, данные подтвердили модель расширяющейся Вселенной. Когда Джеймс Уэбб Space Telescope заглянул в ранние эпохи, физика осталась той же самой. Железо в финальных стадиях их эволюции. Золото при столкновениях нейтронных звезд. Мы буквально состоим из переработанного звездного вещества. Когда вы смотрите на свои руки, перед вами продукт миллиардов лет космической эволюции. Парадокс осознания И, возможно, самый поразительный факт. Вселенная породила разум, способный ее исследовать. Физические законы, действующие 13,8 миллиарда лет, привели к формированию структур, способных строить телескопы, ускорители частиц и детекторы гравитационных волн. Это не мистическое утверждение. Это следствие физической эволюции. Материя, подчиняющаяся простым законам, со временем сформировала сложность: галактики, звезды, планеты, химию, биологию и сознание.
И теперь эта материя задает вопросы о самой себе. Мы стоим в начале сегодня, работают десятки космических миссий. Строятся новые телескопы, наземные и орбитальные. Разрабатываются детекторы темной материи. Исследуются гравитационные волны с большей точностью. Мы еще не знаем природу темной энергии. Не знаем, существует ли мультивселенная. Не знаем, конечна ли Вселенная или бесконечна. Но мы знаем одно. Ее законы стабильны, ее структура последовательна, ее эволюция подчиняется математике. И чем больше мы узнаем, тем яснее видим, космос не хаотичен. Он удивительно точен. И теперь главный вопрос к вам. Если Вселенная так глубоко согласована, если фундаментальные числа позволяют существовать сложности и сознанию, какие открытия ждут нас впереди? Мы лишь в самом начале пути. И каждая новая миссия — это шаг к пониманию того, как устроена реальность. Оставайтесь в этом путешествии. Потому что история Вселенной продолжается. И мы являемся ее частью. Мы — способ Вселенной понять саму себя. Когда мы говорим о космосе, легко потеряться в масштабах. Миллиарды световых лет, триллионы звезд, черные дыры, темная материя. Но среди всего этого грандиозного пространства есть факт, который по-настоящему поражает. Часть этой Вселенной способна осознавать ее законы. Атомы водорода родились вскоре после Большого взрыва. В недрах звезд из них сформировались углерод, кислород, железо. Взрывы сверхновых разбросали эти элементы по галактикам. Из звездной пыли сформировались планеты. На одной из них возникла химия, способная к самоорганизации. Спустя миллиарды лет эта химия стала биологией, а затем разумом. Мы не наблюдатели извне. Мы продукт тех же самых законов, которые описываем формулами. Наш мозг подчиняется тем же физическим принципам, что и движение галактик. Нейронные сигналы — это электрические процессы, управляемые электромагнитным взаимодействием. А оно, в свою очередь, определяется фундаментальными константами. Получается удивительная картина. Вселенная, следуя строгим законам, породила структуру, которая может изучать эти же законы. Это не философская метафора, а научный факт. Никакого нарушения физики, никакой магии. Только постепенное усложнение материи во времени. И, возможно, именно в этом проявляется ее глубочайшая красота. Не только в симметрии галактик и точности формул, но и в способности к осознанию. Каждый телескоп — это продолжение человеческого зрения. Каждый ускоритель частиц — продолжение нашего любопытства. Каждое уравнение — попытка перевести язык космоса на понятный нам язык математики. И когда мы смотрим в небо, Вселенная словно смотрит сама на себя. Путь только начинается. Несмотря на все открытия, реликтовое излучение, гравитационные волны, черные дыры, экзопланеты, мы находимся лишь в начале пути. Мы все еще не знаем природу темной материи. Мы до конца не понимаем, что такое темная энергия. Мы не объединили квантовую механику и гравитацию в единую теорию. Современные обсерватории, новые космические миссии, будущие гигантские телескопы обещают углубить наше понимание. Мы готовимся картографировать миллиарды галактик, исследовать атмосферу все более далеких экзопланет, измерять гравитационные волны с еще большей точностью. Каждое новое измерение — это проверка того, насколько прочны наши знания. И пока Вселенная демонстрирует удивительную последовательность. Ее законы работают повсюду, где мы их проверяем. Но самое важное — сохранять вопрос, сохранять удивление. Почему фундаментальные константы имеют именно такие значения? Существуют ли другие возможные варианты реальности? Ограничена ли наша Вселенная, или она часть более масштабной структуры? Наука не боится неопределенности. Она движется вперед именно благодаря ей.
И, возможно, главный вывод таков. Космос не статичен. Он развивается, расширяется, изменяется. И вместе с ним развивается наше понимание. Мы живем в эпоху, когда человечество впервые способно исследовать Вселенную как единое целое. И впереди открытия, которые могут изменить наше представление о реальности так же сильно, как это сделал когда-то телескоп Галилея. Вселенная — незавершенная история. Это открытая книга. И мы только начинаем читать ее первые главы.